Путешественники приехали в Добрыниште, где по канатной дороге поднялись до туристического приюта Безбок, в котором и переночевали. Я проснулся рано. Подъемник стоял без движения. На улице не было никого. Зато небо освещалось красивым желтым рассветом. Под линией горизонта очень медленно плыли облака. Оказываясь наверху, ты как бы попадаешь в совсем другой мир, где события протекают совершенно по-другому. Облака уже не висят над головой, а находятся где-то под ногами. Расстояние, которое по двумерной карте кажется совсем маленьким, ты можешь преодолевать целый день, и то, если повезет. Стояла совершенно безветренная погода. Деревья, высота которых казалась существенно ниже той, к которой мы привыкли в обычной жизни, внизу, были покрыты нетронутыми снежными шапками. Повсюду виднелись силуэты гор. В отличие от лета, зимой сюда поднимается не так много туристов, поэтому даже не отходя далеко от жилья, можно ощутить тишину и единение с природой. Всего в километре виднелась вершина Безбок, далеко не самая высокая в горах Перин, но пользующаяся популярностью у любителей пеших прогулок благодаря видам, которые с нее открываются. Но расстояние здесь, как и многое другое, совершенно не то, к чему мы привыкли в обычной, приземленной жизни. Я не часто бываю в горах и до сих пор не могу привыкнуть к тому, что если видишь на карте или навигаторе путь в 1 километр, то совершенно не факт, что преодолеешь его за обычные 15 минут. Во-первых, необходимо добавить разницу высот, которая на этот километр составляет 400 метров. При этом не факт, что тропа будет монотонно подниматься, а не идти то вверх, то вниз. Во-вторых, из-за сложного рельефа путь далек от прямой линии. Здесь он в 2 с небольшим раза превышает кратчайшее расстояние, но бывает и значительно больше. Перин – сравнительно небольшой горный массив. Его длина достигает 66 километров, ширина – 40. При этом по максимальной высоте он занимает 2-е место в Болгарии и 7-е в Европе. 2 его вершины расположены выше 2900 метров над уровнем моря, совсем немного не дотягивая до 3 километров. Перед ледниковым периодом, а исследователи считают, что оледенение гор здесь происходило дважды, пики поднимались намного выше, но в его ходе менее прочные гранитные вершины подверглись разрушению. После таяния ледника в Перине образовалось 35 котловин, в которых можно увидеть живописные озера, правда, только в теплое время года. Снежный покров в высокогорье обычно держится 7-8 месяцев. Подъем на вершину Безбок считается несложным и летом, и зимой. Ведущая к нему тропа промаркирована и хорошо заметна. Ее длина в обе стороны не превышает 5 километров. На подъем и спуск не особо подготовленному человеку обычно требуется около 3 часов. Хотя, конечно, зимой забираться наверх все же посложнее, чем летом в сухую погоду. Как и многие другие вершины, эта обросла своими легендами. По одной из них, неподалеку, в 3,5 километрах, у Самодивских озер жила дочь бога Перуна. Однажды ее решил украсть бог Бес, живущий в соседней котловине. Но брат девушки Джангал, в честь которого тоже названа одна из вершин, об этом узнал и преследовал похитителя вплоть до будущего пика Безбок, где его и убил, забросав камнями, которые разбросаны там до сих пор. Другая легенда приземленная и относится к более близким по меркам истории временам османского владычества. Согласно этому преданию, однажды турки пришли в селение, находившееся на территории современного Добрыниште, для того, чтобы обратить местное население в свою веру, но обнаружили там лишь пустые дома. Болгары, не желая отказываться от православия, заранее ушли в горы, надеясь, что османы, наткнувшись на брошенные поселки, просто пойдут дальше. Но их привлекли термальные источники, на которых они решили задержаться. Оставшимся надолго без жилья и запасов еды болгарам пришлось проявить себя, но гонцы, которых они отправили с сообщением, что ни при каких условиях мусульманство не примут, были убиты. После этого турки отправились в горы, чтобы убить скрывавшихся там болгар, и настигли их у подножия горы Безбок, устроив бойню. Из-за этого она и получила свое название – место, где нет бога. Чем выше мы поднимались,
тем сильнее дул ветер. Казалось, что мои попутчики одеты совершенно не по погоде. Хотя да, Аноэ еще вчера не догадывалась о том, что сегодня окажется среди снегов. Но это им совершенно не мешало, что неудивительно, сам в молодости был таким. А вот оказаться в снег при таком сильном ветре мне еще ни разу не доводилось. Я и не догадывался, что снежинки могут с такой силой бить по глазам, что их становится очень больно открывать. Думал, что профессиональные горные туристы носят очки из-за большого количества отражающегося от белого покрова света, но, как оказалось, защищаться нужно и от самого снега. На перевале ветер достиг такой силы, что казалось, еще немного и он тебя унесет. В хорошую погоду отсюда можно продолжить путь на Попово озеро и пик Полежан, наиболее высокий в окрестностях. Но в нынешних условиях мы решили ограничиться только горой Безбок, подъем на вершину которой начинался совсем рядом. На высоте ветер ослаб, что неудивительно. Перевалы в этом плане наиболее трудные места. Проходя мимо огромных камней, раскиданных по всему склону, мы добрались до вершины. Ее высота составляет 2645 метров над уровнем моря. По этому показателю она не входит и в десятку высот Перина, но пользуется популярностью у туристов благодаря открывающемуся отсюда панорамному виду. Далеко внизу виднелся туристический приют, где мы ночевали. Как минимум 2 часа назад там было тихо, спокойно и безветренно. А буквально в 200 метров выше продолжала бушевать стихия, превращая снежинки, которые в обычных условиях неторопливо падают на землю, в быстрые белые потоки. На сильном ветру быстро качали ветвями горные сосны, кустарники, приспособившиеся к суровым условиям на высотах под 2,5 километра и встречающиеся в горах от Испании до Балкан. А где-то далеко внизу виднелся плотный слой облаков, закрывающий собой подножья Перина. В расположенном там Добрыниште сейчас, наверное, все серо и пасмурно. Мы спускались все ниже и ниже. Ветер постепенно ослабевал. А попадающимся навстречу туристам еще только предстояло подняться по крутой стене и ощутить на себе всю мощь воздушного потока вперемешку с маленькими, но очень колкими снежинками. Мы вернулись к горному туристическому приюту, в котором одновременно может разместиться до 102 человек. Зимой, конечно, такого ажиотажа здесь не бывает, но летом свободные места есть не всегда. Тут же при желании можно плотно перекусить или же просто попить вкусного горячего горного травяного чая. Пришло время возвращаться обратно, вниз, туда, где жизнь протекает более привычным образом. Все-таки канатная дорога – хорошее изобретение. Прежде всего, конечно же, на подъем, но и на спуск тоже. Вместо того, чтобы идти, сидишь на кресле и смотришь, как мимо тебя, а то и под тобой, проплывают деревья. Снега становилось все меньше и меньше. У нижней станции его едва хватало для того, чтобы мог функционировать небольшой спуск, предназначенный для начинающих лыжников, но используемый и другими любителями скатиться с горки. Так же, как и сюда, обратно в город мы направились автостопом и очень быстро поймали машину до Добрыниште. Дальше наши пути расходились. Аноэ захотела прогуляться по лесу, а Кристиан планировал продолжить путешествие, отправившись в Северную Македонию. У меня было огромное желание составить ему компанию, но уже почти год я не имел права пересекать границы. Мой загранпаспорт лежал в агентстве по беженцам, рассматривающем мое заявление о предоставлении международной защиты. Так что я только проводил его до удобной позиции на трассе, откуда до пограничного КПП оставалось меньше 100 километров, и вернулся в город дожидаться поезда, на котором, а потом еще на 2, я доеду почти до нынешнего дома. Горы, природа и термальные источники были в Добрыниште всегда, но как курорт и летний, и зимний оно стало развиваться сравнительно недавно. Долгое время это было сельское поселение, жители которого занимались животноводством и выращиванием льна, а окрестные леса являлись источником хорошей строительной древесины. После завоевания Болгарии османами село практически опустело. Местное население в поисках более спокойной жизни ушло высоко в горы, но в период Возрождения жизнь сюда вернулась.
В 1846 году, спустя 11 лет после появления первой болгарской школы, в Добрыниште появилась своя, а многие местные жители стали как партизаны участвовать в национально-освободительной борьбе. Я дошел до окраины Добрыниште, который получил статус города в 2006 году. Внизу с шумом текли воды реки Добрыништка, начинающиеся здесь недалеко, но высоко в горах, и через 5 километров впадающие в Месту, которая разделяет горы Пирин и Родопы. В расположенном неподалеку источнике можно набрать вкусной минеральной воды, которая даже зимой имеет температуру почти в 40 градусов. Когда начало темнеть, я отправился на вокзал. Железная дорога пришла сюда в конце 1945 года, когда были достроены завершающие 6 километров узкоколейной линии Септември-Добрыниште. По всей видимости, многое на станции сохранилось с тех времен. Например, фонарь стрелочного указателя имеет колпачок, характерный для керосиновых ламп, использовавшихся как источник света до повсеместного распространения электричества. Существовали проекты продления ветки дальше, до города Гоце-Дельчев, но в итоге станция Добрыниште так и осталась тупиковой. Интересно, что эта ветка принадлежит компании, управляющей основными железными дорогами. Чаще всего узкоколейки строились промышленными предприятиями и были ведомственными. В 2004 году мне довелось прокатиться по аналогичной, единственной принадлежавшей именно российским железным дорогам узкоколейке от станции Тумская, где можно было встретить много раритетов, вплоть до рельс 1876 года. На тот момент от 100 с небольшим километров пути оставался только 31, а мы проехали всего 6 до соседнего разъезда Гуреевский, именно для того, чтобы прокатиться по узкоколейке. Через 4 года последние поезда на ней отменят, а в 2011 году рельсы окончательно разберут. Аналогичная участь какое-то время угрожала и Родопской узкоколейке, остававшейся единственной действующей в Болгарии. Но те времена уже позади, и теплые уютные поезда продолжают каждый день перевозить пассажиров, и местных жителей, и туристов по самой высокогорной железной дороге на Балканах. В следующем выпуске путешественники побывают в угольной шахте и окажутся на Кукерском фестивале в городе Перник, который идет 2 дня.